Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня готовлю очень вкусное и необычное блюдо. Начинаю я с замеса теста. Использую я сухие быстродействующие дрожжи, у меня их 10 грамм. Добавляю 1 столовую ложку сахара без горочки. Плюс 1 куриное яйцо, только яйцо достаньте заранее из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. И все перемешиваю. Обязательно для теста берите дрожжи проверенные, чтобы потом не было сюрпризов и дрожжи были рабочими. Теперь добавляю 300 мл воды, воду добавляю постепенно, все перемешиваю. Вода должна быть температуры 38-40 градусов, чтобы дрожжи и не заварились, и начали работать. Добавляю 1 чайную ложку соли, у меня соль крупная. Я отмерила 480 грамм муки пшеничной высшего сорта, предварительно муку просейте. Муки может уйти чуть больше, меньше. Главное, ориентируйтесь в конечном итоге на консистенцию теста, такую как в видео. Муку я всю сразу же не всыпаю ее постепенно и перемешиваю. Пока тесто легко замешивается, замешиваем его лопаткой либо ложкой, а далее выкладываем на стол и будем замешивать руками. Если тесто сильно липнет к рукам, тогда подпылите стол. В итоге тесто должно получиться таким мягким, оно не липнет к рукам и к столу. И наливаю 4 столовые ложки растительного масла, у меня подсолнечное, без запаха. А теперь мне нужно это растительное масло вмешать в тесто. Это делается очень быстро, всего на замес теста руками уходит где-то 1 минута. Теперь тесто обминаю в шар, оно очень теплое, такое мягкое, очень такое воздушное. Перекладываю его в ту же самую миску, где все это замешивала изначально. И сверху обязательно нужно затянуть пищевой пленкой, либо накройте плотно пакетом и дать постоять тесту без сквозняков в теплом месте полчаса. А пока подходит тесто, я занимаюсь начинкой. У меня лук салатный, можно брать обычный репчатый лук, главное выбирать луковицы такие громадные. Снизу я срезаю чуть меньше лук, сверху больше, и теперь насквозь лук прорезаю с одной стороны до середины луковицы. А теперь отделяю по одному такому колечку лука от самой луковицы, так чтобы эти кольца не ломались. Это можно делать руками, а можно аккуратно закладываем чайную ложку и разъединяю все чешуйки лука. Тем временем еще готовлю начинку. У меня фарш свиной, он не жирный. По весу его 350-400 грамм, этого достаточно. Для того, чтобы фарш не комковался, обязательно, как только положили фарш в растительное масло в сковороду, сразу же начинаем его лопаткой разминать. И обжариваем так фарш до полуготовности. Всю луковицу невозможно разъединить на такие стаканчики, внутренняя часть она уже плотная, поэтому я ее буду использовать в начинку, и луковицу я мелко нарезаю кубиком. Подготовленный лук отправляю в сковороду к фаршу. И теперь все вместе буду обжаривать, и фарш, и лук. Томат берем любой, либо свежий, либо замороженный. У меня замороженный, я его обдала такой горячей водой, вырезаю все лишнее, и очень легко снимается верхняя кожица. Есть у вас замороженный томат, берите замороженный, свежий, значит свежий. Сладкий перец у меня достаточно большой, и я беру 1/3 часть перца. Перец нарезаю вдоль. А теперь поперек получатся такие небольшие кубики. Перец, томат и лук можно брать любого цвета, какой есть, тот и используйте. Теперь замороженный томат разрезала пополам, нарезаю половинку вдоль и поперек. Тоже получатся маленькие кубики. Томат и перец тоже отправляю в сковороду к фаршу и луку. А дальше добавляем приправы любые, какие вам нравятся. У меня приправы для шашлыка, беру ее одну такую хорошую щепотку. И черного молотого перца 1 щепотку. Соль добавляем по вкусу, у меня соль крупная, так чтобы потом не было пресно и не пересолить. Всю эту массу перемешиваю, дам покипеть немножко, чтобы овощи разморозились, дали свой сок. Начинка будет очень ароматная. Зелень петрушки у меня 1 ветка, мне понадобится только лишь мягкие листочки. Свежий укроп у меня тоже 1 такая большая хорошая ветка, беру тоже только мягкие листочки. И теперь все мелко нарезаю. Зелень можно добавлять сейчас, либо в самом конце готовки. Это на ваше усмотрение. И да, зелень можно использовать абсолютно любую. Как только я добавила зелень, все сразу же перемешиваю и выключаю огонь. Все оставлю в сковороде, пусть здесь все пропитывается ароматами, вкусами. Прошло полчаса, у меня уже подошло тесто. Смотрите, как оно увеличилось в объеме, раза в 3 точно. Тесто очень пушистое, ароматное. Обязательно припыливаем стол мукой. Весь список продуктов будет написан под видео. Формируем шар и делим его на равные части. У меня получится 8 таких булочек. Все подминаю в шарик, округляю и убираю пока в сторону. Наши заготовки из теста накрывайте сразу же полотенцем, чтобы они не заветривались.
Очень удобно вот таким способом делить тесто, потом все булочки, заготовки получаются одинакового размера. По надобности подпыливаем стол мукой и все скалкой раскатываем. В принципе, это тесто очень хорошо даже растягивается руками. Тесто раскатываем достаточно тонко, где-то в диаметре сантиметров 20. Все будет зависеть от размера ваших луковиц. Луковицу ставим на тесто той стороной вниз, где меньше срез, где больше открыта чашка, ставим вверх и все аккуратно оборачиваем тестом. Вот с этой стороны был разрез луковицы, поэтому сюда немножко теста больше кладем, чтобы все в конечном итоге держалось. Получается вот такая вот чашка и дно закрыто тестом. И точно так же проделываем все с луковицами и раскатанными заготовками теста. А потом все эти отверстия в чашках нужно будет нафаршировать обжаренным фаршем с овощами. В отдельную емкость я положила 1 желток, куриный плюс, добавляем 1 столовую ложку молока. Можно использовать просто 1 желток, либо молоко. Это на ваш выбор. Все хорошенечко перемешиваю. И теперь смазываем наши заготовки. Потом будет все очень румяно, золотисто, красиво. Вот та сторона, где был разрез у луковицы, она немножко дает крен. Но это не критично, булочки все равно получаются ровные. И точно так же желтком с молоком смазываем все наши будущие булки. Сразу же, как только смазали желтком, молоком, заготовки можно присыпать кунжутом, либо семенами черного тмина. Это тоже по желанию. Я присыпала все семенами черного тмина и отправляю в духовку. И заранее ставим разогревать духовку до температуры 200 градусов. Отправляем наши заготовки туда минут на 25-30. Смотрите по своей духовке. Булочки еще очень такие горячие. Я их только-только достала из духовки. Натерла полутвердого сыра на крупной терке, буквально пару столовых ложек. И сверху присыпала все сыром. За счет того, что булочки горячие, в духовку я уже ничего отправлять не буду. Сыр и так расплавится. С ним еще вкуснее. Отличные закусочные булочки. Вкус, подача очень необычная. Обязательно приготовьте. Я думаю, что вам такая идея понравится. С удовольствием едят и дети, и взрослые. А срез вообще замечательный. У меня красный салатный лук. Он после того, как приготовится, очень напоминает карамелизированный лук. Друзья, обязательно приготовьте. Красный лук внутри — это не просто красиво, но еще и вкусно. Сочные, очень ароматные булочки получаются. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, а ссылкой на это видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Сами нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на моем канале и узнавать об этом первыми. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока!